Я приветствую всех на канале, давно не выходил в эфир и накопил немного посылок. Заказывал все на китайском AliExpress, но товар доставили из разных стран, не только из Китая. Не получается тематическое видео, здесь и автотовары, и какой-то мелкий инструмент, и аксессуары, поэтому затягивать не буду, приступаю к распаковке. А начать хочу с этого пакета, потому что уже давно лежит. AliExpress требует уже подтвердить получение и оставить отзыв. Я купил инструмент, паяльное оборудование и расходники в одном из магазинов AliExpress. Доставка составила 53 дня из Китая в Беларусь через Казахстан с отслеживаемым трек-номером. Давайте посмотрим. Все стоило $10 24 цента. Вот так все упаковано. За 98 центов купил вот такую подставку для паяльника с губкой для чистки жала. Небольшая подставка с габаритами 46 на 40 и толщиной 12 мм. Металлическая опора, на которую кладется жало паяльника, складная. Сама платформа изготовлена из бакелита, который не особо плавится. В ней две полости. В одной из них прячется скоба, а в другой губку. Перед работой ее смачивают. Буду использовать с моим паяльником TS100. На замену моим давнишним кусачкам приобрел новые бокорезы за $2 99 центов. Ну, $3 стоят. Они в размер с моими кусачками, длиной 13 сантиметров, по весу аналогичные, грамм 50. Изготовлены, как заявлено, из легированной стали. И здесь установлена вот пружина. Правда, на иллюстрациях с лотом она выглядит несколько иначе. На них надеты вот такие ручки. Правда, внешний вид у них несколько иначе. Здесь пружина по-другому крепится. То есть, в принципе, разборные. Сами ручки, они силиконовые. Но литье обычное. Так, проверим заточку. Где-то я брал достаточно толстый провод. Да, легко. А3 сразу. Вот так. Ну, судя по этому срезу, это даже какой-то порошковый сплав. Это не сталь. Понятно, что такой инструмент я никому не посоветую. Вот эти кусачки, хоть уже не такие острые, но они, по крайней мере, не ломаются. Грызут нормально. Так, а это алюминиевый толкатель. Точнее, толкатель из алюминиевого сплава, как заявляют. Ну, упаковка вообще какая-то разваливается уже. И с иглами в шприц, с паяльной пастой или плюсом. Да, блин, вообще не вылазит. Кстати, игл тут вместо одной целых 3. Расщедрился продавец. Так, упаковку выбросить можно. Толкатель полностью разборный. Вот все его элементы. Длина этой трубки 68 миллиметров. Точно скажу, 13 миллиметров. Так, а этой части 15 миллиметров. То есть на шприц диаметром 15 миллиметров он в принципе подходит. И здесь указан его бренд и модель Mechanic P08. Да, потому что он вставляется и закрывает, закупоривает вот это вот выход его. Так, по-моему, не так ставил. Да, вот так он закупоривает его и можно пользоваться. Но вот это вроде вещь нормальная. Этой штукой пользоваться можно. Купил также медную одностороннюю клейкую ленту, лот шириной 10 миллиметров. Так, проверю. Вроде похоже 10 миллиметров. Да, так и есть. И длина у меня 10 метров. Доступная ширина до 6 сантиметров и длина 30 метров. Но вот такую тонкую фольгу можно использовать для восстановления дорожек печатных плат. Ну а более широкую в качестве электромагнитных экранов. Она еще запечатана в пленку. Так, есть здесь вот бумажный клейкий материал. Толщина самой меди порядка 0,6 мм. В принципе, применение ей найдется где. Ну и, конечно же, она паяется. То есть она только проводящая. Как это на практике? Вот возьму такую печатную плату. Допустим, мне надо соединить какие-то проводники или обрыв дорожки. Ну, вырезаю фрагмент ленты. Какую-то узкую полоску. И наклеиваю на плату, соединяя, например, два контакта каких-то. Вот так вклеил здесь,
чтобы оно было видно. Хочу соединить, допустим, этот контакт с этим. Можно, конечно, и проводком это сделать. Согласен, там МГТФ провод кинуть и все. Возьму флюс с рабочим толкателем. Нанесу флюс сюда на 2 контакта. Надо же еще залудить, немножко припоя. Использую уже подставку во все. Так, можно почистить само жало. Вот, пожалуйста, все паяется. Легко схватывается, не надо никакой кислотой. Предварительно даже не лудил. Вот таким вот образом спаял. Вот так получилось. И, пожалуй, можно перейти к следующей посылке. Погнали. Неожиданным приятным моментом послужит вот этот пакет, доставленный также из Казахстана курьером службы DPD. Я только предполагаю, что здесь находится проекционный экран, который мне выслал официальный магазин Tuwiner на AliExpress. В конце августа менеджер этого магазина связался со мной и в благодарность за видеоролик с обзора проектора RD828 предложил выслать проекционный экран. Я дал согласие и, в принципе, и забыл. Ну и тут приходит посылка, также из Казахстана. Я, кстати, перепутал почему-то вот с предыдущей посылкой. Давайте посмотрим. Только по форме этой посылки я предполагаю, что это все-таки экран. Хотя, может, я и ошибаюсь. Реально отколупал отсюда коробку. А, нет, проектор скрин здесь таки указано. Диагональю 120 дюймов и формат 16:9. Кстати, мы с продавцом ни о чем этом не обговаривали. Ну, выслал и выслал. И, возможно, это экран, как он называется, светоотражающий. Ну, сравним с тем экраном, который у меня есть. Да, он даже не белый, он такого серого цвета. И еще есть какие-то элементы фиксации. В 2 вот таких пакетиках находится всего 20 липучек. Вот таких липучек. И под бумагой имеется вот такая клейкая основа. Временно закрепил за потолок это полотно. Оно такое вот, не имеет черных полей, полностью серое. 120 дюймов, это очень гигантский размер. Годится только в какой-то специальный кино-видеозал. Для комнаты шириной 4 метра этот экран излишний, потому что проектор даже не выдает растр такой диагонали. Яркое, сочное и контрастное изображение формируется только при нахождении строго перед экраном. Белый цвет на этом полотне ярче, а черный темнее. За счет этого картинка смотрится даже четче, чем на моем белом. Вот здесь я накинул наполовину моего экрана это полотно, чтобы продемонстрировать эту разницу. Глазу это заметнее, а вот автоматика видеокамеры подстраивается под меняющиеся условия съемки и компенсирует эти недостатки. Но угол, при котором сохраняются эти преимущества перед белым экраном, очень узкий, градусов 45. Отсюда я делаю вывод, что для небольших помещений годится только белый экран. Ну а если есть возможность в большом помещении организовать видеосалон, то лучше использовать светоотражающее полотно. Как и в кинотеатре, крепите экран на узкой стенке, чтобы зритель находился ближе к центральной оси трансляции изображения из проектора. Тогда будет все good. Свой экран шириной 1,80 м я купил в моем городе за $60. Это же полотно шириной 2,70 м предлагает официальный магазин Tuwiner за $27.59. Все ссылки на магазин и обзор проектора с экраном будут в описании, а мы двигаемся дальше. Уже знакомая расцветка пакета, это бренд Ugreen, указан официальный сайт. Доставили из Нидерландов в Беларусь ровно за 1 месяц. Здесь 2 кабеля, задекларировали в $3. В одном из моих видео я уже рассказывал, что Ugreen представлен и на белорусском рынке. Есть официальный магазин, но все же выгоднее покупать в Китае. Экономия получается в 1,5-2 раза. Только придется подождать доставку. Так, есть такая открытка фирменная. С рекламой Bluetooth наушников. И первым встречает меня кабель с коннекторами USB-A на USB-C. Длиной 1 метр купил за $3.24.
Так, я так понимаю, вот это артикул 60126. Вообще модель называется US-288. А сам лот, который я выбрал, имеет название Fashion Metal Grey. В магазине Минска такой же кабель стоит $5.78. Вот таких два красивых металлических коннектора, на которых нанесено имя бренда Ugreen или Ugreen, как кому нравится. А оплетка кабеля из капрона. Ну, в диаметре миллиметра 4, наверное, кабель сам получается. Кабель способен пропустить через себя ток заряда до 3 ампер и обеспечивает работу адаптеров питания с различными протоколами быстрой зарядки, что подтверждает свечение всех 3 светодиодных индикаторов на тестере нагрузки. И можно использовать также для передачи данных. Вот, всего $3,5, рекомендую. А здесь кабель типа HDMI 2.1, модель HD150. Да, длиной 1 метр, но артикул здесь 40-178. Также есть ссылка на официальный сайт, все координаты этого предприятия и параметры. Купил за $12. В Минске такого не нашел, но другая модель кабеля этого же бренда длиной 1,5 метра продается в 2 раза больше, $24. Все ссылки я также разместил в описании. Кабель этого стандарта 2.1, вот согласно вот этим техническим параметрам, позволяет транслировать по нему видео в разрешении до 8К с частотой 60 Гц или 4К частотой 120 Гц, а также данные со скоростью до 48 гигабит в секунду. Поставляется в такой коробке, и он еще запечатан в пленку. Такая же бумажка с благодарностью. Так, и здесь есть фирменные липучки. Так, и крышечки на коннекторах. В этом кабеле сами коннекторы из пластика, на них нанесено только вот разрешение 8К, HDMI. Оплетка уже миллиметров 7-8 в диаметре и также капроновая. Так, и длиной метр. Ну вот кабель HDMI также рабочий, подключил его вторым монитором к телевизору. Напомню, что ранее я уже приобретал подобный кабель HDMI 2.1 от бренда Mashow, но длиной 1,5 метра. Полгода тот кабель в работе, транслирую видео в 3D формате с Blu-ray плеера на 4К телевизор, все отлично работает. Но проверить заявленные вот здесь вот параметры скорости у меня нет возможности. Кстати, за тот Mashow я заплатил $16,5, Ugreen же стоит дешевле, $12. Оба кабеля приобретал на AliExpress, можно сказать так, на далекую перспективу. Может, когда-нибудь я приобрету аппаратуру более высокого разрешения, ну а пока перехожу к следующему пакету. Этот пакет я купил уже в турецком магазине, который также представлен на AliExpress. И доставка также из Турции со слеженным трек-номером за 3 недели. Точнее, это 2 магазина, но учредитель один. Venesa Store и Venes Auto Store. И в них исключительно автотовары. Это для моего товарища Лехи, который довозит до ума автомобиль Mercedes-Benz W115. Пришлось даже его растаможить. За все заплатил, потому что продавец указал реальную сумму. И здесь есть даже инвойс. Значит, тут эмблема на крышку капота для автомобиля Mercedes-Benz и 2 пластины для зеркала заднего вида, как-то так называется лот. Короче, одно 14,90 и другое 17,90. Давайте посмотрим, что здесь как-то распаковать. Есть даже какой-то Carlan Group бренд. Да, они из пластика. 2 пластины вот такие. Левая и правая. Судя по тому, что LU и RU 115. Ну, 115, наверное, кузов. Так, а здесь эмблема. Эмблема концерна Mercedes-Benz с элементами фиксации. Это уже части металлические. Включаю саму эмблему. Вот такой комплект. Это у нас $17,90, это $14,90.
Конструктор настенные часы приобрел на Алиэкспресс за $7.67. Почтовый пакет оценили в $2.67. Доставили с Китая ровно за 3 недели со свежим трек-номером. В недавнем видео я уже делал обзор подобных часов диагональю 37 дюймов. Покупал в том же магазине. На этот раз коробок меньше, ну и значит часы меньше. Это самый маленький лот магазина 27 дюймов, а самые большие диагональю 47 дюймов. Ну давайте вскроем, оценим часики, измерим их реальный размер. Недавно я вот показывал такие часы. Это 37 дюймов часики. Вот такой комплект. Пенопластовая коробка. И все элементы здесь уложены. Кстати, протестировал механизм кварцевый. Идут достаточно точно, но в сравнении с часами на смартфоне. Да, здесь тоже пенопластовая коробочка. И вот так все уложено. Хотя мне кажется, что по размеру литр они такие же. Кстати, измеряем. Эти высотой почти 90 миллиметров. А нет, эти меньше, эти 75. Ну, чуть больше, 77, где-то так. Хотя кварцевый механизм один в один диаметром 10 миллиметров. Да, так и есть. Значит, есть вот такие из пенного материала сами цифры и деление. Я, кстати, брал лот 27 дюймов белого цвета. Цветов тоже достаточно много. Так, наверх клеятся вот эти белые. Ну, в прошлом ролике они были под металл полированы, в этом они акриловые белые такие. Тоже есть подложка, которая снимается, бумажная, и там клеевая основа. Все это клеится. Есть трафареты, чтобы наклеить это все ровно. Есть схема, вот такая цветная, где все проиллюстрировано. Так, линейка, здесь она уже короче. То есть рассчитано, что эти часы будут диаметром под 90, то есть радиус 45. Вот от центра часов до стрелки. Но реально, мне кажется, их меньше надо делать. Стрелки значительно меньше, как они тут запечатаны. И вот такой небольшой гвоздик, который насаживается последним сюда, после стрелок. Он чисто декоративный. Для крепления вот этой металлической шайбы есть вот такой крючок, который прибивается на такие 3 гвоздика. Хоть лот и белый, но стрелки все равно алюминиевые. Они покрыты защитной пленкой, которую необходимо потом будет снять. Длина стрелок составляет минутная стрелка где-то 195 мм, часовая 155 мм. Вот такой комплект стоит $7.67. Это лот 27 дюймов. Лот 37 дюймов не помню. В принципе, по ссылке перейдете, ознакомитесь. Все, финал. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Оценивайте это видео, подписывайтесь и встретимся здесь же. Пока.